Привет, мои дорогие друзья, мои любимые люди. Я хочу для вас посмотреть такую тему, что он хочет, чего он хочет от меня. Если вы у себя спрашиваете, чего он хочет от меня на самом деле, потому что все, что он говорит, оно как-то вместе не складывается. Чего он действительно от вас хочет. Здесь две колоды. Обе колоды швейцарские, от одного и того же художника, потому что они имеют одну резонансию, одну энергетику. То есть одна будет дополнять другую, хотя они из разных систем. Одна итальянская, вернее, не итальянская, немецкая, а другая французская. Ленорман французская, а Кипер немецкая. Но, кстати, не зря я сказала итальянскую, потому что итальянская ведь колода Сибила, она основывается на Кипер. И поэтому все связано, мы люди все связаны. Так что вы можете, если пожелаете, выбрать колоду. Я всегда говорю, что выбирайте так, как вам удобно. Здесь две колоды. С этой стороны Кипер. Кипер — это вот эти карты, такие темно-синие. У них как wallpaper, как бумага на стенах, обои. Видите? Это будет у нас Кипер, обезьянка с шаром. И Ленорман будет с этой стороны. Это, скорее всего, ваша левая. И здесь у нас вот такие ангелы. И вся вселенная здесь запакована. Это будет Ленорман. И я буду задавать вопросы картам. Чего он действительно от вас хочет? Мужчина тот, о котором вы сейчас подумали. Можно загадать мужчину, а можно вообще просто посмотреть. Для отдыха, для расслабления, для разговора со своим подсознанием. Просто чтобы с собой поговорить, с высшими силами, получить советы от карт всегда полезно, всегда. Есть вопрос или нет. Но я буду спрашивать, чего он хочет от вас. Первая карта сама себя показала. Эта карта перемены называется. Change или перемены. Такая она, видите? Это карта перемен. Он хочет перемен в ваших отношениях. Его что-то не устраивает. Он хочет перемен. Чего он еще хочет? Он хочет доказать вам, что он благородный, что он достоин вашей любви, что все, что вы о нем сказали или подумали, или там он почувствовал что-то обидное, например, да, что это неправда. Он хочет вам показать, что он доблестный. Это карта доблестного человека, и она называется High Honors или Большая доблесть. Здесь всего производит король в какие-то рыцари. Рыцарь — храброе сердце. Может, он хочет вам доказать, что он храбрый, смелый. То, что вы слышите, это шум ветра. Вот, так приятно, ветер шумит в кленах и в березах. Просто чудо. Он хочет доказать вам, что он доблестный, что он достоин вашей любви. В общем, это неплохо, когда он хочет перемен и хочет защитить вас. Это рыцарь, это вообще-то рыцарь сердца. Так что вполне возможно, что он хочет вас защитить. Чего он хочет от вас? Чтобы вы были, может, так слабая женщина, которую нужно защищать. 3 карты еще возьму. Сейчас перехожу на Ленорман. Чего он хочет от вас? Карта крест. Тяжелая карта. Он хочет, чтобы вы облегчили его ношу, чтобы вы взяли на себя какую-то его функцию, чтобы вы помогли ему. Ему тяжело на душе. Ему сейчас тяжело на душе. Он хочет, чтобы вы очистили его душу, чтобы вы согрели его сердце, чтобы вы взяли на себя какую-то ношу его. Он хочет помощи от вас, потому что такое крест? Он хочет помощи от вас. И эта карта кольцо. Очень классно, что кольцо вышло. Видите, кольцо. Говорит о том, что он хотел бы, чтобы вы поверили, что он выполнит свои обещания. Потому что кольцо — это выполненные обещания. Он хочет, чтобы вы поверили в то, что он выполнит все, что он вам обещал. Он честный, порядочный, он выполнит все. Как бы тяжело ему не было по карте крест, он все это выполнит. Кстати, крест вместе с кольцом может означать, что на мужчине может быть приворот или какая-то порча. Не бойтесь этого. Есть всякие люди, есть не очень здоровые, которые такое вытворяют. Их главное, чего они хотят добиться, это запугать, чтобы их стали бояться, да? Вот этого они добиваются. Потому что кольцо и
Крест вместе, это может означать, что кто-то на мужчину что-то сделал, что-то негативное, какое-то воздействие, кто-то его заставил во что-то поверить, что на самом деле правдой не является. Какая вещь, да, чего он хочет от вас. Кольцо и крест. Он хочет, если вы уже в отношениях, чтобы не тяжело было в отношениях. Если это вы еще не женаты, он боится, что с ним будет тяжело жить. Он боится, что у него тяжелый характер. Ну, покажут карты, что там, чего он боится, правда это или нет. Луна, он действительно эмоциональный, он может взбеситься ни с того ни с сего, вспылить, Луна, да. Он такой подвержен фазам Луны, то есть такой переменчивый характер. Никогда не знаешь, чего от него ожидать. Карта якорь и карта совы. Вот эти три карты показывают, чего он хочет. Самое большее, чего он хочет, это покоя и стабильности в отношениях. Он хочет, чтобы эмоции были стабильные. Якорь и Луна. Он хочет стабильных эмоций. Он хочет, чтобы были мудрые у вас разговоры, чтобы вы не нападали друг на друга, потому что это от страха делается. А мудрые разговоры, обдуманные. Чего он хочет со стороны Кипер? Вы знаете, в каком-то проценте с этой стороны проиграется, в каком-то с этой. А то, что не резонирует, просто отбросьте. Пользуйтесь тем, что резонирует. Чего он хочет от вас? Он хочет сделать вас богатой госпожой. Rich girl. Богатая. Он хочет, чтобы вы были обеспечены. Sad news. Грустная новость. И тоже, знаете, карта суда. Может быть, он не хочет, чтобы вы его судили, чтобы вы критиковали его. Он этого не хочет. А также вот эта карта «Грустная новость», смотрите, вот она. У него такое чувство, когда вы его видите, у вас грустное лицо. У него такое чувство, что встреча с ним для вас грустная новость. Вот, знаете, мы иногда не знаем своих лиц, мы не знаем, как мы come across, как другие люди нас видят. Мы не знаем этого, и очень трудно это узнать. Очевидно, нужно какими-то внутренними глазами что-то с фонариком ходить и подсвечивать себя, чтобы знать, ну или мониторить все время, как мы, с каким лицом примерно мы встречаем мужчину. Он говорит сам себе, когда она меня видит, у нее всегда грустное и озабоченное лицо. Может, она не хочет меня видеть. Чего он хочет от вас? Чтобы вы сказали, почему вы все время, когда с ним, вы или грустные, или озабоченные, или жалуетесь на жизнь, или грустите, или недовольны чем-то. Он говорит, я не понимаю, почему так происходит. Почему, когда вы с ним, у вас всегда грустный, расстроенный вид. Или какой-то тяжелый вид, здесь крест все-таки. Если вы в браке, вот кольцо и крест тяжело вам в отношениях с друг другом. И он недоволен этим. Он думает, это из-за денег, потому что здесь вот эта карта, rich girl, богатая, обеспеченная женщина, он думает, что это все связано с деньгами. Из-за денег все он думает. Вот, вы грустите. Может быть, финансовый непорядок, может быть, неустроенность бытовая, может быть, кто-то мешает вашим отношениям. А здесь, знаете, там, где sad news, какая-то религиозность такая. Может быть, вы часто в церкви бываете, молитесь и просите пощады, но домой приходите, и у вас с ним непонятки все время. Что он от вас хочет? Но он хочет счастья с вами, рок изобилия, great happiness. И вот эта карта short illness, она интересная, чтобы вы заметили, что он тоскует без вас. Эта карта, кстати, она тоже о близости говорит. Он хочет, чтобы вы заметили, что он тоскует без вас, что он скучает. И рок изобилия, он хочет, чтобы было счастье в вашей паре. Кажется, любой человек хочет счастья. Человек специально не будет быть плохим. Мы, девочки, иногда забываем об этом и думаем, что тот человек, который что-то сделал нам плохое, обидел нас, что он это специально сделал. Но на самом деле ни один человек на свете не хочет специально быть плохим. Понимаете? Совет какой даст карты. Я улыбаюсь, потому что я рада его видеть. Привет, привет, это ваш партнер, любимый муж, тот, кто смотрит. По-разному у вас будет, ваши отношения, но это его портрет. Main person, главная персона. Вот интересно, в немецкой культуре у них
да, можно сказать, Mann-Frau, да, но у них еще есть вот это северное понимание равных партнеров. И поэтому просто главная персона, здесь две карты называются одинаково, главная персона женская и мужская. Hauptperson, да, как по-немецки. Вот, и это он собственной персоной вышел на откровенный разговор. И он действительно страдает, он скучает, он страдает, он может, у вас давно или близости не было, или вы давно не виделись, но он хочет встретиться, раз он страдает, да? Так, что здесь? Он как в тюрьме сейчас, может быть, не может приехать. И у него такое чувство, что у него украли что-то, украли ваши отношения, такое чувство, что вас украли. Может быть, он ревнует вас? Он хочет, чтобы вы ему доказали, что вы его любите. Он ревнует, скорее всего, вас. У него такое чувство, что у него украли жизнь. Эта карта prison, тюрьма, говорит о том, что где-то он как в тюрьме, что-то его ограничивает. Что-то ограничивает его действия, девочки и мальчики. Или ее, если вы мужчина. Что скажет Ленорман по этому поводу? Что он хочет от вас? Девочки, скажите, как правильно по-русски. На мой взгляд, правильно сказать, чего он хочет от вас. Не что, а чего. Это правда? Чего он хочет от вас? Ну, в общем, как вы говорите, так и правильно. Раз, два и три. Аисты, письмо и корабль. Ну, это шикарный расклад на любовь. Это любовный расклад. Как бы оберег на любовь, девочки. Аисты – это он хочет перемен. И да, я не удивляюсь, вот эта карта перемен же вышла в Кипр. Он хочет перемен. И романтических перемен. Он хочет сближения. Корабль – это сближение в данном случае. Потому что корабль вместе с аистами. Перемен в сторону сближения. И еще он хочет, чтобы или вы ему написали, или он скоро напишет, даст о себе знать. Он хочет контакта с вами. Он хочет выйти на контакт. Это очень хорошо. Это такой хороший расклад. Я вижу, хочет стабильных разговоров. Якорь и совы, таких мудрых, стабильных разговоров. Хочет, чтобы эмоции были положительные. И свидание может назначить, выйдет на связь, назначит свидание. Вот после этого расклада он запросто может объявиться. Интересно. Возьму еще две карты совета. Так, две карты совета. Вот эти две. Змея и книга. Вот змея-то здесь перемены в данном случае, да? Потому что карта змея имеет миллион значений. Это одна из мастер-карт, самых таких сложных. Но я сейчас дам варианты. Змея и книга. Какие варианты могут быть? Первый вариант, что змея – это мужской потенциал, это его мужская функция. Вы знаете, какая, она похожа на змею, да? Это его мужской потенциал, и он вам по судьбе. Вот у вас есть такое в близости, вы притяжение, магнит. Земля тоже масштабно видит жизнь, она мудрая, это мудрость, символ мудрости. Вон по судьбе мужчина, мудрость по судьбе. Его мужская сила, его мудрость вам по судьбе. Книга это судьба, правильно, да? Вот такой расклад. Если бы змея вышла с любой другой картой, но не с книгой, я бы сказала, что здесь был бы вариант соперницы. В этом варианте я соперницы лично не вижу, но змея иногда показывает соперницу. Иногда показывает. Но вот если змея и книга, здесь может быть не соперница, а кто-то из рода его или вашего имеет вот такой характер, как у него, да? То есть подобное притягивает подобное, как по закону Парацельсуса. Здесь что-то такое есть, что что-то вас притягивает, потому что в родовом понимании есть вот такая резонация. Змея тоже повторяющееся движение, это новый уровень отношений. Но я сейчас спрошу, а если это соперница, она себя покажет. Она себя покажет сейчас через ту карту, которая выйдет. Я хочу спросить, змея, может быть, это соперница? Хорошо? Тучи. Закрытая информация.
Кто-то, вы знаете, не так соперница, как кто-то заколдовал, кто-то закрыл информацию, кто-то скрыл от него правду, от вашего мужчины. Может быть, была ссора, и кто-то вас настроил друг против друга, из родственников, может быть. Кто-то закрыл ту информацию, которая бы прояснила все. Потому что тучи — это временные сложности, это временные ссоры, это временное непонимание друг друга, это какие-то страдания. Какие-то страдания вы с ним переносите, вы с ним проходите какой-то или кармический урок, и какие-то страдания проходите. Вообще тучи вместе с змеей — это часто родовые травмы, кармические отношения, которые по судьбе книга. С этим мужчиной нелегко. Я бы не сказала, что с ним легко. Но то, что с ним нелегко, не отменяет ваши отношения, а просто, понимаете, больше нам дорого то, что нам нелегко. Так мы, люди, устроены, что нам всегда дорого то, что нам тяжело дается. Поэтому я здесь могу сказать, что с мужчиной нелегко, но все, чего он хочет от вас, это взаимопонимание. И всегда так бывает, когда мы чего-то хотим от других, мы часто это хотим от себя, но не отдаем себе отчета. Так что мужчина вполне вероятно не отдает себе отчета, что всего того, чего он хочет от вас, он хочет от себя. Но он не знает, как этого достичь. Потому что очень трудно себя изменить даже на волосок, на мгновение, на секунду, на что-то, на маленькое, сдвинуть себя в какую-то сторону. Очень трудно, потому что все мы как звезды по оси идем, да, мы идем по своей орбите. И поэтому, поскольку мы звездное создание, наше сознание, оно звездное, оно не от Земли, поэтому каждая звезда, она идет по орбите, поэтому нам так трудно даже себя изменить на чуть-чуть, а уже не говоря, что другого поменять. Но очень часто это индикатор. Если мы видим, что что-то нас в других людях не устраивает, это чаще всего есть в нас самих такое, что скрыто глубоко, что мы в себе не любим, не принимаем. Я и говорю о мужчине, а может быть и о вас. Может быть, вы себя здесь узнаете и поможете себе понять, что у каждого человека идет по своей орбите. И если мы это поймем, мы будем менее требовательны к другим. Потому что, понимаете, такая вещь, мы к себе вроде требовательны, но неправильно. Мы себя ругаем. Если будешь себя ругать, ничего не произойдет хорошего, потому что путем наказания уже доказано наукой, что путем доказания ничего не достигнешь. Но поскольку нас наказывали в детстве, если вы моего поколения, или, например, поколение моих детей, но если вы уже поколение, вот как бы еще одно сверху, да, там им повезло больше, их уже в детстве меньше наказывали. Путем наказания ничего не достигнешь. Это только человек будет чувствовать критику к себе, вину, не будет себя любить, будет себя обижать постоянно, в себе сомневаться, не доверять себе. Поэтому я сразу вам скажу, что попробуйте себя изменить хотя бы на мгновение, и вы поймете, что это очень трудно. Это возможно. Здесь нужны какие-то особые условия. Это условия любви к себе, понимания, не критики ни в коем случае, не наказания, да. Вот такая вещь. А его поменять очень трудно. Он хочет чего-то от вас. На самом деле он этого хочет от себя, но он себе это не дает. Не берет этого судьбы, не дает, потому что не может. И так легко увидеть недостаток у другого человека. Но это тот недостаток, который обычно человек видит свой у себя, но он ничего не может с собой сделать. Легче всего критиковать других. Может быть, здесь мужчина и критикует вас, но я не вижу, что сильно. Я вижу, что его желание, вот из колесо фортуны, и его страсть скучает о вас. Он, знаете, он хочет, чтобы был мир, скорее всего, даже не критика, он хочет вам понравиться. Высокая доблесть, карта говорит, он хочет вам понравиться, он хочет перемен в вашей жизни. Я сейчас так суммирую расклад, да. Он чувствует себя ограниченным, как в тюрьме, и это, скорее всего, чужие установки, навязанные ему мысли-крутки, чужие. Ему правду не говорили, от него правду скрыли. Вот и все. А теперь в этом раскладе, если он смотрит, было бы для него большое счастье. Он бы открыл для себя правду и смог с этим что-то сделать. И Ленорман здесь тоже показал, что, видите, кольцо, он все-таки хочет, чтобы
отношения были прочными, серьезными, честными. Он хочет, чтобы были чистые такие гладкие эмоции. Он хочет перемен. Вот очень хороший расклад. Аист и письмо и корабль. Хочет перемен между вами в лучшую сторону. Если вы еще не женаты, он хочет, чтобы вы съехались, начали жить вместе, поженились, чтобы у вас был достойный дом. Но он хочет покоя, счастья, как любой человек, да. Вот от вас именно это хочет. Хорошо, что этого он от вас именно хочет. Потому что расклад мне говорит, если он от вас этого хочет, значит, он хочет быть с вами. Это очень хороший знак. Но я скажу, что отношения могут быть вполне тяжелые, потому что кармические. Но я здесь вижу, уже отработка произошла. Потому что тучи – это карта переменной облачности. Уже все идет к хорошей погоде между вами. То есть если и был какой-то кармический долг, который передался вам по роду, здесь даже не отработка. Я не раз говорю о долге кармическом. Это литургически снимается. Мы не должны заслужить у Бога, как будто Бог – это такой строгий родитель, хорошую жизнь. То, что мы рождены, это уже для счастья, да? Поэтому кармический долг, он литургически снимается. Церковь это делает, всегда это делала. Как обряд крещения – это снятие кармического долга, если кто не знает. Вот. И если был сложный кармический долг, он уже отработан. И между вами начнет все выравниваться, становиться лучше. Я так вижу в раскладе, девочки и мальчики. А будем делать другие расклады, поймем чего-то большего. И я знаю точно, что мы еще с вами встретимся обязательно и очень скоро, и будем делать другие расклады. Для того, чтобы успокоить сердце, поговорить с собой, выговориться, посмотреть будущее, получить советы от карт, побеседовать с лучшим другом в моем лице. Вы для меня лучшие друзья. Я надеюсь, что и вам со мной не скучно. А я вас всех люблю. Медвежьи обнимашки из медвежьей лесной страны. И я знаю точно, что самое-самое-самое лучшее место на Земле – это именно то место, где вы есть. А мы с вами будем видеться. Всем любви, добра, счастья, благополучия. И чтобы отношения у вас были всегда самые-самые мирные и самые счастливые. До новых встреч!